Всем привет! На улице дождь, а мы начинаем читать сегодня новую книгу «Трагический январь». Книга Леонида Млечина «Президент Токаев и извлечение уроков». Как сказал GPT-чат, во все, что написал автор, лучше не верить, но автор хороший, старается подходить к написанию книг очень хорошо, поэтому слушайте, делайте выводы, комментируйте, если хотите. Леонид Млечин. Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков. Почему за трагическими январскими событиями 22 года в Казахстане с волнением следили во всем мире, и прежде всего в ближайшие соседи – Россия и Китай? Экономически успешная и богатая нефтью страна – опора политической и экономической стабильности в стратегически важном, но взрывоопасном регионе. Казахстан – самое крупное государство в Центральной Азии, а на постсоветском пространстве второе по территории и третье по численности населения. В те дни судьба страны зависела от одного человека – от президента Касыма-Жомарта Токаева. То есть, кто все это затеял, исходили из того, что президент даст слабину, испугается, а может быть и уедет из страны, и сильно в нем ошиблись. Он не мог покинуть свою страну и сделал все, чтобы ее спасти. Недовольство, вызванное ростом цен на топливо, неожиданно переросло в масштабный политический протест, а затем в террористические акции, в антигосударственный заговор. Но до сих пор многое непонятно. О том, что же приключилось в январе 22 года, и о сегодняшнем Казахстане, который России сосед, партнер и союзник, рассказывает новая книга Леонида Млечина, побывавшего на месте событий. Также эта книга, как и все остальные, участвует в розыгрыше за лучший комментарий. Поэтому пишите, комментируйте, если что, я вам ее постараюсь завести. И, как обычно, по вот этому QR-коду вы можете отправить донат на Каспи, либо по ссылке в описании на любую другую книгу, мы ее купим и почитаем вместе с вами. Всем приятного просмотра и прослушивания. Всем привет! Сегодня у нас 10 глава второй части. Перестройка и новый министр. В Китае Касым-Жомарт Токаев участвовал в первых попытках восстановить отношения двух стран. С советской стороны переговоры вел заместитель министра иностранных дел Леонид Федорович Ильичев, с китайской Цянь Цичень, заместитель министра иностранных дел КНР, отвечавший за советское направление внешней политики. Токаев. Ильичев был академиком-философом, а Цянь Цичень – кадровым дипломатом. Это обстоятельство сильно влияло на характер переговоров. Китайский представитель произносил отработанные до мельчайших деталей речи, подслащивая их дипломатическими любезностями. Цянь Цичень был всегда подтянут, собран, сфокусирован на ключевых вопросах дискуссии. Леонид Федорович Ильичев – человек обширной эрудиции, выступал по-другому, говорил образно и витиевато, что порой доставляло немало проблем переводчикам. Как-то он сказал: «Давайте не будем танцевать канкан вокруг этого вопроса и выкручивать ему руки». Понадобился технический перерыв, чтобы разъяснить китайцам смысл этой фразы. Тем не менее, они еще долго недоумевали, как можно танцевать вокруг нематериального предмета и тем более выкручивать ему руки. Также сама ситуация возникла, когда Ильичев призвал китайцев не отгораживаться частоколом дырявых исторических фактов. При Сталине Леонид Ильичев побывал главным редактором и «Правды», и «Известий». После смерти вождя его отправили в Министерство иностранных дел руководить отделом печати. Любитель красивой жизни, он наслаждался своим заметным положением. Активный по природе, проводил пресс-конференции. Извините, чуть подвисло. Проводил пресс-конференции, что было тогда большой редкостью для советских и иностранных журналистов. Умением импровизировать и легко общаться он обратил на себя внимание высокого начальства. Понравился Хрущеву, моторный, с быстрой реакцией и неплохим образованием. Ильичев окончил институт Красной профессуры. Это высшее учебное заведение готовило преподавателей общественных наук, а также кадры для центральных учреждений. Хрущев сделал Ильичева секретарем ЦК и председателем идеологической комиссии. Он раздражал товарищей умением говорить без бумажки, хорошей памятью и образованностью. Хрущев все чаще именно ему поручал выступить по ключевым идеологическим вопросам.
Ильичева газеты цитировали чаще других, и Леонид Федорович оттеснял более значимые фигуры. Сменив Хрущева, Брежнев пригласил к себе Ильичева и без обиняков сказал: «Товарищи ставят вопрос о том, что вам нужно уйти. Вы слишком связаны с прежним руководством». Ильичева сделали заместителем Громыка. Токаев. Впрочем, какой бы оборот ни принимали переговоры, Цзян Сичень сохранил удивительную невозмутимость и самообладание. Вывести его из себя было невозможно. Своими большими и умными глазами он внимательно смотрел на главу советской делегации, терпеливо дожидаясь окончания его речи. Затем начинал зачитывать собственный текст. Острая дискуссия, однако, не мешала обеим представителям поддерживать неплохие личные контакты за пределами переговорного зала. Они вполне дружелюбно разговаривали друг с другом, шутили, а по окончании переговоров обменивались подарками. Но все же они были разными людьми. Например, Ильичев был заядлым курильщиком, сигареты буквально не покидали его рта, а Цзян Сичень с трудом выносил табачный дым. Ранней осенью 1985 года Цзян Сичень пригласил Ильичева и всю советскую делегацию на отдых в район монгольского водохранилища. Минюнского водохранилища под Пекином. Там были построены первые в КНР американские горки и другие аттракционы. Самые смелые дипломаты, советские и китайские, под одобрительные взгляды глав делегаций катались на горках. Близилась нормализация отношений между двумя странами. Поэтому атмосфера встречи была непринужденной, дружеской. Запомнился великолепный обед в рыбном ресторане прямо на берегу озера. Его живописный вид настраивал участников неофициального приема на благодушный лад. Было подано около 10 блюд, причем, как нам объяснили, рыбу вылавливали в озере и тут же отправляли на кухню. Изнуренные дефицитом спиртного в Москве несколько советских дипломатов, как говорится, хватили лишнего, но все сделали вид, что ничего страшного не произошло. Китайцы умеют быть гостеприимными хозяевами. Чуть позже МИД КНР организовал поездку в город Датун, где находятся древние статуи Будды, не то что больших, а по-настоящему космических размеров. Остается удивляться, как люди уже в те времена могли создавать такие творения в горной местности. Этот город всемирно известен своими висячими храмами, расположенными высоко в горах. По молодости мы, конечно, взобрались к ним, после чего сильно пожалели. Под нами развернулась глубочайшая пропасть, которая кое-кому подействовала на нервы. При этом мы сильно удивились мужеству монахов, ежедневно несущих службу в таких опасных условиях. Разговорившись с одним из них, я узнал о его способности перемещаться в прошлое и наблюдать события давно минувших лет. На мой вопрос о перемещении в будущее он ответил, что это невозможно, потому что его нет. На вечернем приеме мы оживленно обсуждали эту экзотическую тему. Живое участие в дискуссии принял Ильичев, так как его философа такие вопросы интересовали, а Цзян Сичень с легкой усмешкой хранил молчание. Мне осталось непонятным его истинное отношение к данной теме. В Пекине Токаев трудился под началом нового посла Олега Александровича Троиновского. Он не был востоковедом, хотя работал послом в Японии, как и его отец, знаменитый Александр Антонович Троиновский, который почти столетие назад начинал дипломатическую карьеру именно полпредом в Японии. Олег Троиновский учился в знаменитом до войны Московском институте истории, философии и литературы ИФЛИ, созданном в 1931 году. ИФЛИ был, пожалуй, лучшим гуманитарным вузом того времени, воспитавшим целое поколение интеллигенции. Как выразился один из выпускников ИФЛИ, оказался вузом молодых поэтов, безбоязненных полемистов и творчески мыслящих философов. Институт задумывался как кузница идеологических кадров, но там собрались лучшие преподаватели, которые вышли далеко за рамки этой задачи. Учиться в институт приходила и приезжала со всей страны тянувшаяся к знаниям молодежь. И получился, по словам одного из бывших студентов, островок свободомыслия среди моря догматизма. Олег Троиновский вспоминал, во время майских и ноябрьских демонстраций по пути на Красную площадь, проходя мимо определенного места, было принято хором кричать «Да здравствует Борис Леонидович Пастернак!». Конечно, перед войной Пастернак еще не воспринимался властью как диссидент. Но само по себе приветствие поэту во время демонстрации было фантастическим вольнодумством.
Улыбчивый, обходительный и обаятельный Трояновский прошел большой путь в дипломатии. Через месяц после смерти Сталина Молотов сделал его своим помощником в Министерстве иностранных дел. Потом Олег Александрович стал помощником Хрущева и его переводчиком. Однажды помощнику главы правительства по международным делам позвонил председатель КГБ Александр Николаевич Шепелин, с которым они были знакомы еще по студенческим годам в ИФЛИ. «Олег Александрович», – дружески сказал председатель КГБ, – «брось ты встречаться с этой». Он назвал незнакомую Трояновскому женскую фамилию. «Она путается с иностранцами и вообще пользуется дурной репутацией. Разве нельзя найти других баб?» Удивленный Трояновский ответил, что впервые слышит это имя. Шепелин снисходительно заметил, что к самому Олегу Александровичу претензий нет, но он настоятельно рекомендует порвать с этой женщиной. Олег Трояновский не был чужд радости жизни, но других. Вечером, приехав домой, он пересказал разговор жене. Она не заподозрила мужа в неверности, но сразу почувствовала, что история весьма опасна для его репутации. На следующий день, встревоженный не на шутку, Трояновский перезвонил Шепелину и повторил, что явно произошло недоразумение. Председатель КГБ уже недовольно заметил, что у него нет оснований сомневаться в точности имеющейся у него информации. А если Трояновский намерен упорствовать, то можно вместе сходить к Хрущеву, и пусть Никита Сергеевич примет решение. Это уже звучало как угроза. Трояновский пошел советоваться к другим помощникам Хрущева. Григорий Трофимович Шуйский работал с Хрущевым с 1950 года, Владимир Семенович Лебедев с 1954 года. Они оба посоветовали младшему товарищу не оставлять этого дела, иначе в досье, которое лежит в КГБ, останется соответствующая запись, и в какой-то момент она сломает Трояновскому карьеру. Григорий Шуйский, как старший помощник первого секретаря ЦК, сам связался с председателем КГБ и попросил перепроверить информацию. Отказать влиятельному Шуйскому Александр Николаевич не мог. Через несколько дней Шепелин позвонил Трояновскому и попросил зайти в здание на площади Дзержинского. В кабинете председателя КГБ находились начальник столичного управления госбезопасности и испуганная девица весьма вульгарного вида. На очной ставке девица призналась, что с Трояновским не знакома, но в разговорах с друзьями называла его имя, как и имена других высокопоставленных персон, набивая себе цену. На этом история закончилась, но Трояновский на всю жизнь запомнил, каких усилий ему, помощнику главы правительства, стоило добиться истины. Когда Хрущева отправили на пенсию, Трояновского взял к себе новый глава правительства Алексей Николаевич Косыгин. Потомственный дипломат Трояновский, помимо иных талантов, обладал редким даром нравиться начальству. К нему ни у кого не было никаких претензий, и у него было чему поучиться. Став в марте 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС, Михаил Сергеевич Горбачев сменил министра иностранных дел, а затем и внешнюю политику. Министром вместо Громыка стал недавний глава Грузии Эдуард Амросиевич Шеварднадзе. В курилках высотного здания на Смоленской площади его презрительно называли «кутаисским комсомольцем». Дипломаты, выпускники элитарного института международных отношений, не ожидали, что пришлют провинциала, грузина. Карьерные дипломаты не любят выдвиженцев, считая, что они никогда не получили бы столь высокий пост, если бы пытались сделать обычную дипломатическую карьеру. Говорили, что Шеварднадзе не только мира, но даже и Советского Союза толком не знает. Иностранными языками не владеет, да и по-русски говорить неважно. Решили, что внешней политикой новый генеральный будет заниматься сам, а Шеварднадзе, бывшего министра внутренних дел Грузии, назначили для того, чтобы он перетряхнул дипломатическое ведомство и разогнал пижонов, которые оторвались от действительности, а только за границу и ездят. Ждали опричины. 2 июля Громыко в последний раз побывал в своем кабинете, в Министерстве иностранных дел. Он ни с кем не попрощался, даже не собрал коллегиум. Просто встал и ушел. Сотрудники МИД сгрудились у окон, чтобы увидеть его отъезд. Когда Громыко освободил кабинет, Шеварднадзе впервые приехал на Смоленскую площадь. У подъезда высотного здания его ждал начальник секретариата министра. Проводил на 7-й этаж, показал кабинет номер 706. В этом кабинете сидели все его предшественники. Шеварднадзе собрал своих заместителей, откровенно сказал им: «Положение у меня хуже не придумаешь. Удивить вас познаниями в области внешней политики не могу. Могу лишь обещать, что буду работать так, чтобы мне не было стыдно перед вами, а вам за меня. Мне придется особенно трудно на фоне авторитета Андрея Андреевича.
что я по сравнению с ним с крейсером внешней политики, всего лишь лодка, но с мотором. Шутка понравилась. Шеварднадзе чисток не устраивал, никого не уволил. Напротив, двери министерского кабинета на 7-м этаже раскрылись для широкого круга сотрудников министерства. Эдуард Амбросевич приглашал не для того, чтобы устроить разнос или дать указания, а для того, чтобы выслушать их мнение. Шеварднадзе изменил ритм МИДовской жизни, вспоминал главный министерский переводчик Виктор Михайлович Суходрев. Допоздна работал, приезжал на Смоленскую площадь и в субботу. Искренне удивлялся, если вечером кого-то не оказывалось на месте. Скоро все дисциплинированно сидели на местах и раньше министра домой не уезжали. Своим помощникам в министерстве он откровенно сказал: «Я ведь могу сидеть тихо, ничего не делать, наслаждаться жизнью, но внешняя политика зашла в тупик, страну нужно вытаскивать из ямы». Правда, в министерстве устроили кампанию борьбы с семейственностью. Если в МИД работали отец и сын, то кого-то одного просили уйти. Но это была идея секретаря ЦК Егора Кузьмича Лигачева. Он и прислал в министерство нового заместителя по кадрам Валентина Михайловича Никифорова. Тот получил указание брать в МИД побольше детей рабочих и крестьян, а также партийно-комсомольских активистов. У некоторых московских семей возникли проблемы, но родственники Токаева в министерстве не работали, так что эта кампания обошла его стороной. Дипломаты не привыкли задавать вопросы «зачем» и «почему», они исполняли инструкции. Шеварднадзе просил сформулировать, а в чем именно состоит реальный интерес нашей страны, каковы наши цели и какую цену мы готовы заплатить за их достижение. Бесплатно ведь ничего не получается. Он доставал бумагу и спрашивал: «А почему мы такую позицию занимаем?» Все удивленно пожимали плечами. «Да мы всегда ее занимали». Шеварднадзе качал головой. «Это не ответ. Вы мне объясните, есть ли в этой позиции смысл? Она нам выгодна? Это в наших интересах?» Сверхзадача новой внешней политики состояла в том, чтобы вывести страну из враждебного окружения, уменьшить давление на нее, создать благоприятные внешние условия для перемен и дать Горбачеву возможность сосредоточиться на внутренних делах. Нормализация отношений с Китаем входила в первоочередную повестку дня. Перед отъездом в Пекин обходительный Трояновский навестил и бывшего министра. Андрей Андреевич Громыко покинул МИД, получил почетный, но безвластный пост председателя Президиума Верховного Совета СССР. Посол рассказал, что перед ним поставлена задача нормализовать советско-китайские отношения. Громыко возразил, что ничего из этого не выйдет. «Почему?» – удивился Трояновский. «Они уже слишком связаны с американцами». В 1980-е годы Китай стремительно менялся. Менялось и отношение к нему. Это удачно совпало с другим тектоническим сдвигом в мировой политике – окончанием Холодной войны, что прежде всего связано с внутриполитическими событиями в Советском Союзе. Прекращение Холодной войны и противостояние с Москвой создало благоприятнейшие условия для китайских реформ и успеха преобразований, задуманных Дэн Сяопином. Как минимум Пекин, занявшись подъемом экономики, смог сократить непосильные военные расходы. Если бы не было Горбачева, изменившего ситуацию в мире, добился бы Китай таких успехов? Олег Трояновский по достоинству оценил Токаева, который приехал в Пекин вторым секретарем, а вернулся в Москву советником. Как и в армии, в дипломатической службе существуют ранги и должности. Табель о рангах стимулирует стремление неудержимо двигаться вверх. Когда мне присвоили первое дипломатическое звание, начальник сказал торжественно: «Ты сделал первый шаг в своей карьере и помни, что последний должен быть на Новокузнецком кладбище», рассказывал мне крупный дипломат. Плох тот дипломат, который не мечтает стать послом, а будущий посол начинает службу всего лишь с референтом или переводчиком. Первая зарубежная командировка чаще всего не в посольство, а в консульство, выдача виз и выслушивание жалоб, удручающая скучная работа. Но талантливого молодого человека со временем дипломатия вознаградит потрясающе интересной работой. Именно так с Токаевым и получилось. В советские времена, чтобы получить первое дипломатическое звание, надо было проработать от 2 до 4 лет. Лестница, ведущая вверх, довольно длинная. Атташе, третий секретарь, второй секретарь 2 класса, второй секретарь 1 класса, первый секретарь 2 класса, первый секретарь 1 класса, советник 2 класса, советник 1 класса, чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса, чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса и, наконец, вершина, чрезвычайный и полномочный посол. Ранги от
Атташе до советника присваивались приказом министра. Посланниками и послами дипломатов делала ЦК. Это уже генеральские звания. Очередные ранги присваивались 2 раза в год, весной и осенью. Старались приурочить к 1 мая и 7 ноября, чтобы порадовать перед праздником. Дипломатический ранг не только приятен, но и полезен. Дипломату полагается прибавка к окладу за ранг, а еще платят надбавки за выслугу лет, за знание иностранных языков и за работу с секретными материалами. Если дипломат служит без проколов и начальство им довольно, то его будут регулярно повышать, пока он не станет первым секретарем. Тут совершается переход в старшие дипломаты, и процесс присвоения рангов замедляется. Только каждые 3 года можно ожидать вожделенного повышения. Присвоение очередного ранга сулит и продвижение по службе. Старший дипломат – это уже фигура. На младших дипломатов старшие смотрят покровительственно, общаются больше между собой. В посольстве старшему дипломату дадут отдельный кабинет, выделят машину. Младшие дипломаты делят одну машину на несколько человек, ездят по очереди. Токаев в Пекине стал старшим дипломатом, и его положение в посольстве изменилось. Он обрел определенную самостоятельность. Конечно, дипломат получает инструкции из центра, иногда очень детальные, но очень часто нет ни времени, ни возможности запросить центр, и решение нужно принять самим. А на карте интересы и репутация государства. Твое мнение воспринимается как официальное мнение твоей страны. Надо точно разбираться, трезво анализировать. Он работал очень успешно, поэтому задержался в Китае надолго. Посол не хотел отпускать в Москву умелого и опытного сотрудника, хотя срок его командировки истек. По-человечески понятно, кому же охота расставаться с ценным работником. Как правило, кадровики одерживают в этой борьбе победу. Выслужившего срок заменяют. Принцип ротации должен действовать неукоснительно. Хотя со стороны это кажется нелепым. Зачем убирать из страны специалиста, блестяще знающего язык, и заменять его человеком, у которого таких достоинств нет? Но МИД исходил из того, что дипломат должен менять должности и страны, приобретая кругозор и знания. Что ценили в Токаеве? Прежде всего, его познания. Посол должен практически ежедневно информировать Центр о том, что происходит в Китае, и это должно быть более ценные сведения, чем те, что сообщают журналисты. Телеграммы в Москву пишутся от руки в специальном шифровальном блокноте с нумерованными страницами и передаются шифровальщику, самому секретному человеку в посольстве. Шифровальщик с семьей постоянно живет на территории посольства. Выходить в город в одиночку ему категорически запрещено. Служба у шифровальщика тоскливая. Дипломаты получают удовольствие от зарубежной жизни, а он нет. Завербовать шифровальщика – мечта любой разведки. Иногда это удается. От посла ждут, что он станет не только информировать Центр о происходящем в стране, но и принимать самостоятельные решения. Считается, что послу виднее. Он находится на месте, встречается с людьми, на него работает аппарат посольства. Поэтому важно умение разговорить собеседника и выяснить нечто важное. Токаев проявил себя умелым переговорщиком, внимательным, спокойным, но неуклонно отстаивающим интересы своей страны. Все эти качества понадобятся на посту министра иностранных дел. При Горбачеве начался нормальный диалог с китайцами, договорились вновь общаться договорились вновь обращаться друг к другу товарищ. Это был большой успех. Токаев. Находясь в Китае, я в качестве сотрудника советского посольства часто встречался с Цань Сиченем, который стал министром иностранных дел, и всегда ощущал доброе отношение с его стороны к моей, как говорится, скромной персоне. Он участливо расспрашивал о житие-бытие и желал успехов. Он придавал большое значение переговорам с СССР, что проявлялось в частых поездках в Москву. Туда его влекла не ностальгия, а стремление придать устойчивость двухсторонним отношениям. К встречам с Эдуардом Шеварднадзе китайский министр готовился весьма тщательно, консультируясь с подчиненными. В своей книге он указывает, что в какой-то момент они, опасаясь прослушивания в гостинице, были вынуждены долго прогуливаться на морозном ветру и готовиться к переговорам в тяжелых погодных условиях. Цань Сичень по-китайски образно выразился по этому поводу. План не был составлен в шатре полководца, а был обдуман под небесным куполом.
Мне довелось присутствовать на переговорах Цзэн Сичэня с Шеварднадзе. Советский министр начал их с оригинальной фразы, произнесенной с сильным грузинским акцентом. «Когда я думаю об отношениях Советского Союза с Китаем, у меня сердце болит». Китайский дипломат едва усмехнулся и в тезисном порядке произнес короткую речь, смысл которой сводился к тому, что и КНР выступает за нормализацию отношений с СССР, но на условиях равноправия и отказа Москвы от гегемонизма. Тут в нарушении протокола в переговоры вступил темпераментный заместитель министра Ильичев. Не выпуская из правой руки дымящиеся сигареты и выдыхая табачный дым прямо в лицо некурящему Шеварднадзе, он принялся оспаривать высказывания китайского министра. Здесь не выдержал глава советской дипломатии. «Леонид Федорович, дай нам поговорить». Дипломатия второй половины 80-х годов позволила стране безболезненно выйти из холодной войны. Это был период очень творческой и активной дипломатии. Многие дипломаты были воодушевлены новыми возможностями, когда идеологические и даже психологические стереотипы отошли на задний план. В конце февраля 1989 года в Пекин прилетел тогдашний президент США Джордж Буш-старший. Его интересовало, как Китай будет развивать отношения с меняющимся Советским Союзом. Китайцы отвечали, что военного союза и военного сотрудничества с Москвой, направленного против Соединенных Штатов, больше не будет. Буш встретился с Дэном. Дэн Сяопин, вспоминал Буш, был тщедушным, но исключительно подвижным человеком с асимметричными чертами лица. Он непрерывно курил, прикуривал одну сигарету за другой. Рядом стояла неизменная бронзовая плевательница, которой он виртуозно пользовался. На переговорах с китайцами главные участники располагаются бок о бок, смотрят в одну сторону и могут ни разу не взглянуть друг на друга. Но Дэн был не таков. Он смотрел собеседнику прямо в глаза. Он буквально изучал энергию и говорил с прямотой, которая не оставляла сомнений в том, что он имеет в виду. Беседуя с Бушем, Дэн произнес длинный монолог об исторических грехах России. За 1,5 века иностранные державы причинили китайскому народу огромный ущерб. Главным образом это были две державы – Япония и царская Россия, или Советский Союз. В результате Второй мировой войны Советы захватили более 3 миллионов квадратных метров китайской территории. Ялтинская конференция не только отрезала от Китая внешнюю Монголию, но также включила северо-восточную часть Китая в сферу влияния Советского Союза. После основания Китайской Народной Республики был подтвержден суверенитет Китая над Северо-Востоком. Мы поднимали вопрос о внешней Монголии, но не получили от Советского Союза никакого ответа. Те, кому за 50, помнят, что Китай имел форму кленового листа. Теперь, когда вы взглянете на карту, то увидите, что огромный кусок территории на севере отрезан. Все эти вбросы были сняты во время визита Горбачева в Пекин. Все эти вопросы были сняты во время визита Горбачева в Пекин в мае 1989 года. Больше китайские руководители о территориальных претензиях не говорили. Это позволило дипломатам заняться демаркацией границы длиной в 6000 километров. Главой правительственной делегации на советско-китайских переговорах по пограничным вопросам стал заместитель министра иностранных дел Игорь Алексеевич Рогачев, который тоже оценил Касым-Жомарта Токаева. Работа тяжкая, даже физически. Известный синолог Андрей Иванович Денисов, который тоже сначала стал первым заместителем министра, а потом поехал послом в Пекин, вспоминал, как после бессонной ночи Рогачев приехал на совещание к Шеварднадзе и там заснул. Министр, понимающе сказал: «Пусть товарищ спит». Игорь Рогачев не терял оптимизма в самых сложных ситуациях. Говорил: «Положение хорошее, но безнадежное». Касым-Жомарт Токаев вспоминал, что отношения Рогачева с китайскими партнерами складывались успешно. Новый глава советской делегации на пограничных переговорах, если и проявлял признаки раздражения, то ненадолго, прекрасно понимая, что искомого результата на переговорах с китайцами руганью не добьешься. Рогачев, в отличие от Ильичева или Капицы, не пускался в философские рассуждения или гневные триады, вел переговоры строго по утвержденным директивам, и это вполне устраивало Цзэн Сичэня. В 1986 году Цзэн Сичэнь и Рогачев поехали в приморский город Сямэнь, чтобы в неформальной обстановке обсудить острые вопросы двухсторонних отношений, еще далеких от нормализации. Поездка удалась, поскольку прекрасная архитектура, оставшаяся в наследство от португальских колонизаторов,
и окрестные пейзажи настраивали на благодушный лад и способствовали продуктивному разговору. Впоследствии Цан Сичень получил повышение, а Рогачев был назначен послом СССР в КНР. В мае 1991 года сменившему Шеварднадзе на посту министра иностранных дел Александру Александровичу Бессмертных удалось подписать соглашение с китайцами о границе. Никто, правда, не предполагал, что процесс демаркации с Китаем растянется на многие годы. За это время СССР перестанет существовать, и переговоры с Китаем продолжит МИД Российской Федерации.